шастрах есть утверждение, что неблагодарность — это самый тяжкий из всех грехов. Хотели бы вы знать контекст, в связи с которым это утверждение было сделано? Если вы хотели этого, скажите Харибол. Спасибо. Ravana, how many of you know the story of Ramayana to some extent? Кто из вас знает историю Рамаяны для какой-то степени? Пожалуйста, поднимите руку. How many of you not know anything about Ramayana? Кто из вас ничего не знает о Рамаяне? Then I don't have to say anything. Тогда мне не нужно ничего рассказывать. Well, we know how Ravana, Мы знаем, как Равана, due to his own uncontrollable ego из-за того, что он не мог совладать со своим эго and insatiable desire, и со своими ненасытными желаниями, he wanted to kidnap someone else's wife. решил похитить чужую жену. Although he was given good advice by several others not to do this. Хотя многие давали ему хороший совет не делать этого. And he already had the most beautiful possible wife. И у него уже была жена, несравненная красавица. And he had the most powerful kingdom in the universe. У него было самое могущественное царство во всей вселенной. And he had an airplane. Rich people have private jet. У него был также свой личный аэроплан, как сейчас у богатых людей есть свои реактивные самолеты. His was named Pushpaka. Его звали Пушпака, его самолет. It had palaces on it. На нем были дворцы, Spacious palaces. просторные дворцы, Made out of gold and silver and ivory and lit, not with lights, but with diamonds and rubies and emeralds. Эти дворцы были сделаны из золота, серебра, слоновой кости, и освещали их не просто какие-то светильники, а рубины и бриллианты. На этом воздушном корабле были парки, деревья, озера. И у него не было пилота. Когда Равана садился на этот самолет, единственное, что ему нужно было сделать, это подумать о том, куда он хочет отправиться, и его виман отправлялся туда. Он мог путешествовать не только в пределах этого мира, но по всей вселенной. Это была всего лишь одна из вещей, которые находились в его владении. Город его в основном был построен из золота и серебра. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что кама или материальные желания подобны огню. Его никогда невозможно насытить. Сколько бы у вас вещей не было, вы должны думайте, что должны иметь больше. Если человек доволен в своем сердце, то он будет доволен в любой ситуации. Но если у человека нет внутреннего удовлетворения, то он никогда не обретет удовлетворение, независимо от того, какие внешние обстоятельства будут его окружать. One of the primary lessons of Ramayana is that a great soul takes advice from well-wishers. Один из главных уроков Рамаяны заключается в том, что великие люди советуются с другими, со своими доброжелателями. Always seeks blessings. Всегда просят благословений. Otherwise, nothing is auspicious. В противном случае, если человек не делает этого, удача не может
сопутствовать ему. Lord Ram came to Mithila. Господь Рамачандра пришел в Митхилу. Along with his Gurudev, Vishwamitra Muni and Lakshman. Его сопровождал его Гурудев Вишвамитра Муни и Лакшман. This was the kingdom of Janak. Это было царство царя Джанаки. Great line of kings named Janak, and this particular one had a daughter named Sita. Это великая династия царей по имени Джанака, но у этого царя Джанаки была дочь по имени Сита. She was so virtuous, so pure, and so beautiful. Она была в высшей степени добродетельна, прекрасна и чиста. Kings, princes, even devas wanted to marry her. Цари, принцы и даже девы, полубоги, хотели жениться на ней. But Janak made a policy. Но Джанака установил определенный принцип. In order to marry Sita, Он сказал, что если человек хочет жениться на Сите, the candidate for her hand would have to lift up the bow of Shiva and bend it enough to put a string on it, to string it. кандидат на ее руку должен поднять лук, принадлежавший Господу Шиве, и согнуть его настолько, чтобы можно было натянуть тетиву. But this bow of Shiva was not ordinary. Этот лук, принадлежавший Шиве, не был обычным It луком. was very powerful. Был очень могущественный. It would take 300 to 400 strong men to pull it on wheels into the assembly hall. Чтобы привести это в зал, тронный зал, этот лук, нужно было 300 или 400 сильных человек. And the greatest heroes in the world came. И величайшие герои того времени приезжали для того, чтобы соревноваться за руку Ситы. Not a single one could even move it, what to speak of lift it, what to speak of string it. Ни один из них не смог даже сдвинуть его с места, не говоря уже о том, чтобы поднять его, не говоря уже о том, чтобы согнуть его и натянуть тетиву. Kshatriyas have big egos. У кшатриев обычно большое эго. Sometimes. Иногда. They cannot, when all of them could not even move the bow, Когда все они не могли даже сдвинуть этот лук, that means they lost the match to get Sita as their wife. значит, они потерпели поражение и не могли получить руку Ситы. Many of them together decided to attack King Janak with all their armies and take Sita. Тогда они сговорились и решили напасть на царя Джанаку, чтобы пленить Ситу. И For one full year, Janak Maharaj fought with all of his armies against all of these angry princes. в течение целого года царство Джанаки Махараджи было осаждено этими разгневанными принцами. He exhausted all of his resources. Он практически истратил все свои военные силы. He had to call upon the devatas to supply help. Ему пришлось прибегать к помощи деват, чтобы они помогли ему. Vishwamitra Muni took Ram to Mithila, Вишвамитра Муни привел Раму в Митхилу. and they met Maharaj Janak. И они встретились с Махараджа Джанакой. And when Janak saw Ramchandra, И когда Джанак увидел Рамачандру, his heart melted with love. его сердце растаяло от любви. He said, he was thinking in his heart of hearts, this is the husband for Sita. В глубине своего сердца он думал, это муж для моей Ситы. So he invited Ram the next day to try to lift and string the bow of Shiva. На следующий день он пригласил Рамачандру, чтобы тот пришел и поднял лук Господа Шивы и натянул тетиву на него. Janak Maharaj explained how long ago this bow was given, and he told the history of it. It's very beautiful. Джанак Махарадж объяснил,
как этот лук попал к нему в руки, и он рассказал историю, связанную с этим. One day when Maharaj Janak wanted to perform a sacrifice, Однажды, когда Махараджа Джанака хотел проводить жертвоприношение, in order to purify the field where that yajna was to take place, he was personally plowing the land with oxen. чтобы очистить поле, на котором должно проходить жертвоприношение, он сам вспахивал его. And as the plow turned over the earth, out came a beautiful golden baby. И когда плуг вывернул пласт земли, из-под земли вышла прекрасная девочка, дитя, младенец. He accepted her as his own daughter and brought her home. Он удочерил ее и принес домой. And he was thinking that only Vishnu is capable of accepting my daughter's hand in marriage. И он думал, только Вишну может жениться на моей дочери. Therefore, he made a rule that only Vishnu could fulfill to lift the bow of Shiva. Поэтому он установил этот закон, что который мог исполнить только Вишну. Мужем его дочери должен был стать человек, который поднимет лук Господа Шивы. The next day, everyone, all the royalty of the family and the principal cities of Mathura came to the assembly hall because they all had seen Ram the day before and given their hearts to him. На следующий день в тронном зале Махараджа Джанаки собрались все родственники царя, все придворные, потому что они уже видели Рамачандру, уже отдали ему свое сердце. The very life and soul of all the inhabitants of Mithila was the happiness of Sita. So they all wanted Ram to marry Sita. И все обитатели Митхилы хотели, чтобы Сита была счастлива, поэтому они все хотели, чтобы Рам стал ее мужем. Lord Ram looked upon the bow. Господь Рамачандра посмотрел на лук. It was made out of ivory. Был сделан из слоновой кости. And it was coated with gold and silver and most precious emeralds, rubies, diamonds, corals. Он был инкрустирован золотом, серебром и самыми драгоценными камнями, такими как бриллианты, изумруды, рубины, коралл. It weighed thousands of pounds. Весил сотни фунтов, сотни килограмм. Тысячи. What did Ram do first? Что Рамачандра делал сначала? He went to his Gurudev, Vishwamitra Muni. Подошел к Гурудеву Вишвамитре. And with folded hands, he humbly asked for his blessings and permission. И со сложенными руками он попросил его благословения и разрешения. And then he approached Janak Maharaj and begged for his permission and blessings. Затем он подошел к Джанаки Махараджу и попросил его разрешения и благословения. This is culture. Такова культура. To not only seek the blessings of our superiors, but to depend on the blessings of our superiors. Мы не только должны искать благословений тех, кто выше нас, но зависеть от этих благословений. And that invokes all auspiciousness. И это приносит удачу в нашу жизнь. Before Sri Chaitanya Mahaprabhu did anything very significant in his life, he always asked for the blessings of the Vaishnavas. Чайтанья Махапрабху, прежде чем приступить к чему-либо значительному в своей жизни, он всегда обращался к Вайшнавам за благословением. He asked for blessings before he took sannyas. Попросил благословений, прежде чем принять саньясу. He would ask the devotees for blessings for love of Krishna before that. Еще до этого он просил преданных, чтобы они благословили ему любовью к Кришне. He asked devotees for blessings to go to Puri, to go to South India, to go to Vrindavan. Просил благословений для того, чтобы отправиться в Пури, в Южную Индию, в Вриндаван. Just to show us that to humble ourselves, to seek blessings, makes everything auspicious. Только для того, чтобы показать нам пример, когда мы смиренно просим благословений, это приносит успех. Ramchandra
put his hand on the bow. Рамачандра положил свою руку на лук. Everyone was watching, Все замерли. holding their breath. Все замерли, затаили дыхание. And in the balcony was Sita. На балконе сидела Сита. Her first glance of Lord Ram in that assembly hall, she completely gave her heart to him. С первого взгляда она отдала ему свое сердце. Unconditional, inconceivable love awakened within her heart. Безусловная и ни с чем не сравнимая любовь пробудилась в ее сердце. She knew there is no other man that I'll ever marry except him. Она знала, я никогда не выйду замуж ни за кого другого, кроме него. But Ram's limbs were so tender and smooth. Но все члены тела Господа Рамачандры были такие мягкие, нежные. He was so young. Был очень юный в то время. And the greatest, most powerful warriors, even Ravana, could not move that bow. Самые могущественные воины, включая Равану, не могли сдвинуть с места этот лук. Her heart was beating, it was pounding with anticipation. Ее сердце учащенно билось в предвкушении того, что должно случиться. As she stood there, just like all the other hundreds and hundreds of men that came to, she had to stand there with the garland of victory in her hands. Она стояла здесь наряду со всеми остальными сотнями людей, которые наблюдали это зрелище. У нее в руках была гирлянда победы. But today was the first time she held the garland and wanted to give it to the person. Она часто держала в руках эту гирлянду, но в первый раз она хотела надеть эту гирлянду на шею кого-то. She considered all the other men, all the other kings, princes and demigods that came, that they were all arrogant. Все остальные цари, полубоги, принцы казались ей высокомерными. They were all proud of how great they were, how wealthy they were. Она различала в них следы гордости своей богатством, своей красотой, своей силой, могуществом, властью. Therefore, she had no attraction for any of them. Поэтому никто из них не привлекал ее. Here was Ram, so humble, asking permission from seniors. Только Рам, который смиренно попросил разрешения у старших. King Janak, tears were just welling in his eyes. He was praying to the Supreme Lord, please, please, please empower him to lift his bow. Царь Джанака, слезы навернулись ему на глаза, и он молил Верховного Господа, пожалуйста, дай ему силы, чтобы он поднял этот лук. Everyone was hushed in silence. И все замерли, затаили дыхание. As Sri Ram put his hand around the bow. Когда Шри Рам схватился за лук. And for some time didn't move. И в течение какого-то времени лук не двигался. The suspense was heightening. Напряжение нарастало. Sita was thinking, if he does not break this bow, if he does not lift this bow and string it, then I will give up my life. Сита думал, если он не поднимет этот лук, мне придется кончать жизнь самоубийством. And almost everyone was thinking the same thing. Все остальные тоже думали примерно то же самое. Suddenly, Sri Ramchandra lifted the bow above his head. И вдруг Шри Рамачандра поднял этот лук выше головы. In one sweeping motion. Одним быстрым движением. Everyone in the hall screamed out, Jai. Все закричали «Джай». He held it above his head and he threw it up a little and caught it. Подержал его наверху и чуть-чуть подбросил, поиграв с ним. Then he did it as easy as an elephant picks up a stem of a lotus flower. Делал это так же легко, как слон вырывает лотос из пруда. Then he placed one end of the bow on the ground. Затем он опустил один конец лука на землю. And reached up to the other end. Достал другого конца.
Now, in order to put a string between the two ends, you have to bend it quite a bit. Для того, чтобы натянуть тетиву между двумя концами, нужно согнуть лук как следует. He strung the bow. Он натянул эту тетиву. But then, he lifted it again. И снова поднял этот лук. And he wanted to test the strength of the bow. Он хотел проверить, насколько крепок этот лук. The mightiest bow in the history of the universe. Самый сильный и могущественный лук в истории Pulled the Вселенной. string. Он натянул тетиву. Pulled it, pulled it, pulled it. Он натянул еще The bow was больше. bending, 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 Лук bending, сгибался, bending, сгибался, almost like a сгибался. circle. He kept pulling Он it. превратился почти что в круг, и он все равно натягивал его. Everyone was in total silence. No one could blink their eyes. They were watching. Все молчали и не могли оторвать взгляда от того, что He происходит. pulled it, more, 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 Он more. натягивал больше, больше. The bow cracked Лук into 3 pieces на 3 части and fell to the ground. и упал на землю. And when the bow broke, Когда лук сломался, it made such a tumultuous sound то звук был такой ужасный, that it created an earthquake. что земля затряслась под All ногами. the buildings were trembling. И все здания затряслись. And everyone in the assembly hall fell unconscious, И все потеряли сознание. except Ram, Кроме Рамы, Sita, Ситы, Lakshmana, Лакшмана, Vishwamitra Muni, Вишвамитра Муни and Maharaj Janak. и Махараджа. Everyone else was laying there. Все остальные легли. Now, we could bear the sound of this. Потому что никто не выдержал этого звука. When everyone came to consciousness, Когда все очнулись, their hearts were thrilled. их сердца были полны радости. Sita had tears streaming from her eyes, tears of joy. У Ситы потоками, ручьями лились слезы глаз, слезы радости. As did Janak Maharaj. То же самое было с As Джанаком. did Vishwamitra Muni and Lakshmana. Слезы были на глазах у Вишвамитра Муни и Лакшмана. Every citizen of Mithila. И каждый обитатель Митхилы был в том же состоянии. Then with the permission and blessings of her father, Затем, с разрешения и по благословению своего отца, Sita, very shy, Сита очень скромно, with slow steps, маленькими шажками she approached Sri Ram. подошла к Шри Раму. She looked down at his feet Она посмотрела на его стопы, and looked up into his eyes. взглянула в его глаза. When the two of them gazed into each other's eyes, Когда они посмотрели в глаза друг другу, that eternal seal of their love was reawakened. эта вечная печать любви очнулась в их сердцах. But then she quickly looked down again to his feet, Но она очень быстро перевела глаза снова вниз на его стопы. lifted that garland of golden flowers, and placed it around the neck of Sri Ramchandra. Подняла эту гирлянду из золотистых цветов и надела ее на шею Господа At Рамачандра. that moment, bands started playing, В этот момент заиграла музыка, Brahmins started chanting mantras, браманы стали повторять мантры, citizens started singing, обитатели стали петь, demigods showered flowers from heaven, полубоги стали посыпать цветы, and everyone cried out, Jai, Jai, и все Jai! закричали. Then the marriage was arranged. Затем была организована свадьба. It's a long story, Длинная история. but they were married in Mithila. They went back to Ayodhya, and sometime later, on the day when Ram was supposed to be coronated as the Prince Regent, he was banished to the forest for 14 years. Они так или иначе женились в Митхиле, отправились в Айодхью. И через какое-то время, когда Раму должны были короновать как наследного
принца, и его вместо этого сослали в лес на 14. Ravana was determined to kidnap Sita after he heard about her beauty and good qualities from his sister Suparnika. Равана захотел во что бы то ни стало заполучить Ситу, когда он услышал о красоте и о добродетелях Ситы из уст своей сестры Супарники. And he did kidnap her. И он таки похитил ее. And brought her to his kingdom of Sri Lanka. И привез ее к себе в свое царство на Шри-Ланку. Ram was away, but when he came back, he and Lakshman were searching everywhere for Sita. They had no idea where she went. Рам находился в это время в другом месте, и они искали повсюду Ситу, они не знали, где она оказалась. The Supreme Lord knows everything. Верховный Господь знает все. But for the sake of his own Leela, Но ради своей собственной лилы, his Leela Shakti creates a situation where he is looking for Sita. Where could she be? его собственная лила Шакти устраивает ситуацию, в которой он ищет Ситу. By his own will, he accepts this role only to increase the intensity of his love and to make his Leela more exciting for all of us. По своей собственной воле он устраивает эту лилу для того, чтобы любовь его стала сильнее, а мы наслаждались этой историей еще глубже. In order to attract our love. Для того, чтобы вызвать в наших сердцах любовь. So in his search, he met a very big asura named Kabanda. В своих поисках Ситы он повстречался с огромным асурой по имени Кабанда. Kabanda told him, you go to Pampasarovar, which is a very beautiful place, and there you should make allies with the great Vanara chief named Sugriva, and I believe he will help you find Sita. Кабанда посоветовал ему, что ты должен прийти к прекрасному озеру, которое называется озеро Пампа, и там заключить союз с великим царем обезьян Ванарой по имени Сугрива. Я думаю, что он поможет тебе найти Ситу. Ram and Lakshman found this beautiful forest. Рам и Лакшман нашли этот лес, очень красивый. With a crystal clear, cooling lake called Pampasarovar. С озером, которое называлось Пампа-Саровар, там была кристально чистая, прохладная вода. How many of you have been to Pampasarovar? Кто-то из вас был на берегах озера Пампа-Саровар? Please raise your hand. Пожалуйста, поднимите руку. No one. Никто. It's a very beautiful place. Очень красивое место. It is in a place called Kishkindakshetra. Оно находится в месте, которое называется Кишкиндакшетра. Today it is in the state of Karnataka. Сейчас оно располагается в штате Карнатака. And just a few miles from Pampasarovar is Anjana Parvat. Из несколько километров от Пампа-Саровара находится гора, которая называется Анджана Парвата. That is the birthplace of Hanuman. Это место рождения Ханумана. When Ram and Lakshman came to Pampasarovar, they met one very old ascetic woman. Когда Рам и Лакшман пришли на Пампа-Саровар, они повстречались с одной женщиной, подвижницей. Очень строгой. Do you remember her name? Кто-то из вас знает, как ее звали? Anyone? Шабари. We already know you know everything. As you just told me. Her name was Shabari. Звали Шабари. She was living in a little thatched hut, and also she lived in caves. Она жила в небольшой соломенной хижине, иногда она жила в пещерах. She was dressed in deer skin.
Она была одета в шкуру оленя. And she was very thin from fasting. И от постоянных постов она была очень худой. For many, many years. Много-много лет она постилась. She was there all alone. Она жила одна в одиночестве. She told the story to Ram after she bowed down to him. Поклонившись ему, она рассказала свою историю. Her guru was Matunga Rishi. Ее гуру звали Матунга Риши. Matunga Rishi, he performed his tapasya there for many years. Матанга Риши в течение многих-многих лет совершал там тапасию. But then he and all of his disciples went to Vaikuntha. Но затем он и все его ученики отправились на Вайкунтху. But he told Shabari that you must stay here. Он сказал Шабари: оставайся здесь, Because you are not yet purified. потому что ты еще не готова, ты еще не очистилась до конца. Said you should stay here and wait. Someday, a long time from now, the Supreme Lord in the form of Ramchandra, when he incarnates, will come here and you should do seva for him. Сказал: оставайся здесь и в течение долгих лет жди, когда в конце концов Господь, сам Верховный Господь в образе Рамачандры придет сюда, и когда он придет сюда, ты должна будешь служить ему, делать какую-то севу. By waiting in separation year after year after year and intensely chanting his holy names and then serving him when he comes, then by his grace he will send you back to me in Vaikuntha. Это ожидание в разлуке с ним, когда в течение долгих лет ты будешь повторять его святое имя, в конце концов приведет к тому, что когда он придет, он пошлет тебя на Вайкунтху. We have gone to that place several. Несколько раз я был в этом месте. Would you like to hear one incident? Хотите послушать одну историю, которая там случилась? Thank you. When we came there once, it was night. Однажды мы пришли туда, когда уже была ночь. I think we had about 100 devotees with us. В то время с нами было где-то около сотни преданных. And we were all so excited to bathe in Pampasarova. И мы все хотели во что бы ни стало искупаться в Пампасароне. It was dark, we couldn't see anything, but we could just barely see the water. We were so eager to bathe in it. Было очень темно, мы ничего не видели, мы только видели, что там где-то есть вода, и мы очень хотели искупаться. And one of the local people told us, please be careful, there are many man-eating crocodiles in this lake. И один из проводников из местных людей сказал: пожалуйста, осторожнее, тут много больших крокодилов водится в этом In озере. fact, just recently someone got eaten by one of those crocodiles. Недавно крокодил одного человека тут съел. We couldn't see anything, we could only feel the water and see little. Мы ничего не видели, мы только могли чувствовать, что там где-то вода. So we were chanting very intensely when we were bathing. Когда мы совершали омовение, мы с очень большим искренностью повторяли святое имя. Было очень хорошо. Было очень очищающее омовение. Then we came out. И мы вышли из озера. No one got eaten by crocodiles. Крокодилы никого не съели. And then we went into Shabari's caves. Затем мы отправились в пещеру Шабари. The cave you have to crawl, you cannot stand. Чтобы проникнуть в эту пещеру, нужно ползти на четвереньках. And it goes way back into a mountain. И оно, этот проход идет очень глубоко в гору. So I asked, who wants to go into Shabari's cave? Я спросил, кто хочет отправиться в эту пещеру в Шабари? Everyone said they wanted to go. Что они хотят туда пойти. So about 100 devotees, I think, we all crawled. Где-то сотни преданных поползла туда на четвереньках. And it was completely dark. Было абсолютно темно. Because caves don't have any lighting. Потому что в пещерах нет никакого электричества. Especially at night. Особенно ночью. Crawling and crawling and crawling and crawling. Ползли.
And some devotees were thinking, what if there's snakes? What if there's scorpions? И какие-то преданные стали говорить, а вдруг тут змеи живут или скорпионы. We were crawling. Но мы ползли. We were chanting very nicely. Мы очень внимательно повторяли. Очень искренне. And we went deep into the cave so that, and then one devotee had a lantern. У одного преданного был с собой светильник. So we could just very, very soft light just in one little area. И когда мы в конце концов дошли до пещеры, там был очень тусклый свет в одном конце пещеры. There's no sitting. When you sit like this, the roof of the cave was right touching your head, and tall people had to bend down sitting. Мы все уселись, но высота пещеры была такой, что сидя мы доставали до потолка пещеры, а высоким людям приходилось даже нагинаться в этом положении. I asked them if they wanted me to give kata there. Я спросил у них, хотят ли они, чтобы я рассказал им историю в этой пещере. Everyone thought this is the most exotic place for Krishna Katha. Все думали, что это самое экзотическое место, чтобы слушать Кришна Катху. So everyone said Jai. Все сказали Джай. Jai! So I began the Katha. Я начал Катху. Then you hear people going. И вдруг раздались странные звуки. Люди стали издавать эти звуки. Nobody could see them because it was dark. Никто ничего не видел, потому что было очень темно. Thousands of insects biting us and eating us. Но в этой пещере, оказалось, живут тысячи насекомых, которые кусали нас и поедали наши плоть. All over our bodies were like bites and sucking our blood and everything. Все наши тела сотрясались в конвульсиях, потому что кто-то сосал нашу кровь. And everyone was going. But I gave kata. Продолжал рассказывать. Even though it was pitch dark. Несмотря на то, что было очень темно. And my katas are usually quite boring. Мои рассказы обычно очень скучные. It was one of the only katas I ever gave where I know nobody fell asleep. Это была, пожалуй, единственная лекция, про которую я был уверен, что никто в ней не спал. Would you like to hear the story I told? Хотите услышать историю, которую я там рассказал? It's the story of Shabari. История Шабари. She was actually coming from an untouchable family. Она происходила из семьи неприкасаемых. And she was very simple. Она была очень простой женщиной. An ascetic woman. Она просто была подвижницей женщиной, совершавшей аскезу. But she had so much love and devotion for her guru and for Lord Rama. Но у нее была огромная любовь к гуру и Господу Раме. She had pure love. У нее была чистая любовь. When Ram came, she offered her obeisances, then gave him a nice sitting place. All she had was a piece of some straw for him to sit on. Когда Рам пришел, она усадила его на место. Единственное, что у нее было, это соломенная подстилка. But for Ram, that little bunch of straw was more opulent than a golden throne. Но для Господа Рамачандры эта соломенная подстилка была дороже, чем золотой трон. Why? Почему? Because it was offered with love. Потому что его усадили на эту подстилку с любовью. Krishna tells us in Sri Bhagavad Gita. Кришна говорит в Шри Бхагавад-гите. Patram pushpam palam toyam yomi bhakta prayachati taraham bhakta pahritam ashnami prayatata. If one offers to me with love and devotion a fruit, a flower, or even a little water, I will accept it. Если человек предлагает мне с любовью и преданностью плод, цветок, листок или немного воды, то я приму это. Krishna is bhavagrahi. He accepts our emotion.
Кришна называет Бхава-грахи, он принимает наши эмоции. Prabhupada tells us that the Lord does not accept what we offer, but the purpose in which it is offered. Прабхупада объясняет нам, что Господь принимает не то, что мы предлагаем Ему, а мотив, с которым мы это делаем. Because she offered a little grass mat with love and devotion to Ram, it was more precious than even the most magnificent palaces of the heavens. Так как она предложила эту соломенную подстилку Господи Рамачандру с любовью и преданностью, а эта подстилка стала гораздо более богатой, чем самые лучшие дворцы в раю. She wanted to feed her guest. Она хотела накормить своих гостей. But all she could find was what she would eat. Но единственное, что она могла найти, это то, что обычно ела она сама. These wild berries that were growing on bushes. Это были дикие ягоды, которые росли в лесу. But the problem with these berries is they all looked exactly the same. Беда в том, что все эти ягоды выглядели одинаково. And there was no way to tell whether it was bitter or sweet unless you tasted it. И невозможно было понять, горькие они были или сладкие, не попробовав. Now, every lady knows one of the most fine arts of shopping is how to touch the fruit and know how ripe it is. Все женщины, которые ходят на базар, знают, что самое искусство покупать вещи, это потрогать фрукт, чтобы понять, какой он, спелый или нет. My beloved mother was very expert at this art. Моя возлюбленная мать очень хорошо владела этим искусством. She would go to a grocery store and just see a fruit. Она отправлялась в бакалейную лавку и видела фрукты. She could touch it and know exactly how ripe it was. Она дотрагивалась и знала в точности, спелый он или нет. So she'd be in there touching all fruits. Она стала трогать все фрукты, все I was a little boy. Я был маленький мальчик. I was so bored watching her touching fruits. И мне было очень скучно наблюдать, как она все фрукты трогает. I would cry out, "Mommy, let's go!" Я кричал: мам, пойдем отсюда. And she'd be carefully touching the fruits. Но она очень внимательно дотрагивалась до каждого из плодов. But every fruit she brought home was just exactly the ripeness she wanted. Но каждый фрукт, который она приносила, был точно такой, какой она хотела. That was a lesson in tapasya. Это был урок тапаси. That you have to perform tapasya if you want to taste ripe fruit. Должен совершать аскезу, если хочешь есть спелые фрукты. And that's what spiritual life is about too. И духовная жизнь такая же. Without tapasya, without patience, we will never taste the fruit of bhakti. Без тапаси, без терпения мы никогда не сможем отведать вкуса плода бхакти. So now we'll go back to the story. Я возвращаюсь обратно к истории. This kind of fruit, no matter how much you touch, you can feel, you cannot tell. Фрукты или ягоды, которые были уж в пещере Шабари, сколько бы их ни трогали, невозможно было понять, что они такие. She could not bear giving Ram a bitter fruit. И она не могла представить себе, что она даст Рамачандре горький плод. Each fruit, each little, it was a berry, not a big fruit, each berry. Ягоды, небольшие плоды. She takes a small bite. Она чуть-чуть откусывала оттуда. And if it was bitter, she'd throw it away. И если это был горький фрукт, она подкладывала его в сторону. And if it was sweet, she'd take the rest of it out of her mouth. And Если это был сладкий, то она with her own hand, своей рукой из своего рта предлагала его Господи Рамачандре. with her hand, she would put it in Ram's hand. Прямо в руку Господа Рамачандре. And Sri Ram would take that fruit that was just bitten by her, Рамачандра брал фрукт, от которого она откусила, and he ate it. и стал есть. And he was very happy. И был очень счастлив. Now, if you do that for the deity, А если мы будем делать это для божества, you will be finished. вам придет конец. That's the end of your bhakti. На этом окончится ваша бхакти. Krishna in the Narada Panchariti, Pancharatra,
Narada Pancharatma, he gives us the process and regulations by which we can offer to him. Кришна в Нарада Панчаратме объясняет нам, каким образом мы должны подносить ему. Есть мантра, тантра, янтра, муджа, пунда. Если вы не будете делать янтру, тантру, мантру, мудру и пуджа. Raj is more like Shabri also. He doesn't need these things. Он говорит, что я как Шабри. Что мне это не надо. She only wanted me to make Ram happy. Только она могла сделать Рамачандру счастливым. And Ram was tasting the love in which she was tasting it and offering it as the most delicious of anything. Рамачандра чувствовал любовь, с которой она предлагала ему это. Эта любовь была самой вкусной. The greatest kings, or even Indra himself, could not make a preparation as succulent to Ram as those fruits from the mouth of Shabri. Величайшие цари и даже сам Индра никогда не смогли бы приготовить ничего столь же вкусного для Господа Рамачандры, как эти плоды, надкусанные Шабри. Then she asked for Ram's permission to join her guru in Vaikuntha. Затем она попросила разрешения Рамачандры, чтобы вернуться на Вайкунтху и служить там своему гуру. Ram says, "You have my blessings. On this very day, you will be reunited with your guru in the spiritual world." Рамачандра сказал: все мои благословения с тобой. Сегодня же ты окажешься в духовном мире и снова увидишь там своего гуру. By her yogic powers, she caused fire element to ignite her body into flames. Мистические силы, которые она развела в себе, зажгли ее тело, и ее тело сгорело. And from those flames, her celestial spiritual body, young, youthful, with beautiful silken robes and ornaments, came out of the flames and offered obeisances to Ram and returned to the spiritual world. Из этого огня вырвалось ее духовное тело. Она была облачена в золотистой одежде. Она склонилась перед Господом Рамачандрой и отправилась в духовный мир. Now Sugriva, he was banished in exile. Сугрива в это время был в ссылке. He was afraid that his brother Bali would catch him and kill him. Он боялся, что его брат Бали схватит его и убьет. The only place he could hide was a mountain called Rishyamukha. Единственное место, где он мог чувствовать себя в безопасности, была гора по имени Ришьямука. Because Bali was cursed long before that if he ever enters into that forest of Rishyamukha, he would die. Потому что на Бали лежала печать проклятия. Если бы он хотя бы одной ногой ступил на эту гору, он сразу бы умер. Sugriva saw, looking down from the mountain, he saw these two magnificent, strong princes, Ram and Lakshmana, and he thought, this must be Bali sending these men to come here to kill me. Сугрива, глядя вниз на двух юношей, очень могущественных и сильных, которые проходили у подножия горы Ришьямука, испугался, он подумал, что наверняка это Бали послал этих двух людей, чтобы они убили меня. He called for his most trusted minister. Он позвал своего самого доверенного слугу. Everyone who knows who that is, very loudly say his name. Если кто-то из вас знает, как его зовут, громко крикните его имя. I didn't hear. Я не слышал. Вы правы. He said, disguise yourself and find out who they are. Он сказал Хануману: прими другое обличие и выясни, кто это такие. Hanuman, who had mystic powers, changed his form to a very peaceful Brahmin. Хануман, у которого были все мистические силы, принял обличие очень тихого, мирного брамана. A mendicant. Какого-то странника. He approached Ram and Lakshmana. Он подошел к Раме и Лакшману.
As soon as he came close to them and saw them, ecstatic love was pulsating from his heart. Когда он подошел к ним ближе, он почувствовал экстатическую любовь, которая пульсировала в его сердце. Uncontrollable love. Он не мог совладать с этой любовью. A love that he only had for the Lord of his life, Ram. У него была любовь такая только к одному существу Вселенной, своему Господу Раме. How could he keep his disguise in the presence of somebody that was awakening such love? Как он мог сохранять свое обличие в присутствии человека, который пробуждал в нем такую любовь? So Hanuman said to him, "I am Hanuman, I'm in disguise." Хануман, обращаясь к Раме, сказал: я Хануман, я просто притворился тут браманом. А кто вы такие? Lakshman said, this is Ramchandra, the son of Dasarath. He told the whole story of how Ram was exiled by his father and Sita was stolen. Это Рам, сын Дашаратхи, рассказал всю историю, как Раму сослали в ссылку и как они ушли в лес с Ситой. Hanuman was shocked. Хануман был в шоке. He said, you are the Lord of my life, why I didn't recognize you? Он сказал: я же поклоняюсь тебе с измольства, почему я не узнал тебя сразу? Lord Sri Ram said, because you did not come to me in an honest way, you were in disguise, therefore I disguised myself from you. И Господь Рамачандра сказал: потому что ты не пришел ко мне честно, ты принял какое-то другое обличие, поэтому я тоже скрылся от тебя. Кришна говорит в Бхагавад-гите: как мы обращаемся к Господу, Господь отвечает нам взаимностью. Если мы обращаемся к Господу с лицемерием, то Господь тоже не откроет себя нам. Кришна откроет себя нам только тогда, когда наше сердце, наши слова и наш ум будут свободны от лицемерия. So Hanuman said, "You want to meet Sugriva?" And then Hanuman resumed his original form. Хануман сказал: хотите встретиться с Сугривой, и Хануман предстал перед ними в своем изначальном облике. He said to Ram and Lakshman, "Now you jump on my shoulders, and I will, with one jump, I will bring you to Sugriva." Он сказал: садитесь мне на плечи, одним прыжком я донесу вас до Сугривы. So Hanuman lifted them onto his shoulders and jumped up to the mountain, and they met Sugriva. Хануман посадил их себе на плечи, подпрыгнул, и они оказались на горе, где встретились с Сугривой. Shall I continue? Продолжать? Sugriva told how Bali was very angry with him. That is a long story. Сугрива рассказал, почему Бали рассердился на него. Это длинная история. He said, "I want to help you find Sita." Он сказал: я хочу помочь тебе найти Ситу. And how can I help you? I cannot leave this mountain. Но как я могу тебе помочь, если я не могу даже покинуть пределы этой горы? I'll be killed by my brother. Меня убьет мой брат. But if you help me defeat my brother and make me the king, then all of my resources will be used to help you. Но если ты поможешь мне устранить моего брата и сделаешь меня царем, то у меня будут все возможности для того, чтобы помочь тебе. So on the banks, the river, that river is still there. Nebлагодарность river, I think it's called. And on the banks of that river, Hanuman took the role of priest and started a sacred fire. На берегу реки, эта река по-прежнему течет там, она называется Тунгабхадра. Хануман взял на себя обязанности жреца и начал проводить жертвоприношения. And Ram and Lakshman vowed to be allies to help each other. Рам и Сугрива дали клятву, чтобы стать союзниками друг друга.
So it's a beautiful story, but Ram actually went through great efforts to help Sugriva become king. Это очень интересная история, но Раме потребовалось приложить немало сил для того, чтобы Сугрива в конце концов восстановил. Ram told Sugriva, leave your mountain, go right to Bali's house and challenge him for a fight. Вкратце все произошло так. Рам сказал Сугриве, смело сойди с этой горы, отправляйся в Кишкинду, найди дом Бали и вызови его на дуэль. But Sugriva said that Bali is so much stronger than me, he'll kill me if I fight with him. Сугрива возразил, Бали гораздо сильнее меня, он убьет меня, если я вступлю в поединок с ним. Ram said, I give my word, I will protect you. Рам сказал, не беспокойся, я защищу тебя. So this was an act of great faith. Сугриве пришлось поверить. Sugriva was scared. He said, how do I know that you can defeat Bali? Он очень боялся, потому что он спросил, и поэтому он спросил Рамачандра, откуда я знаю, что ты можешь победить Бали? There were 7 gigantic tall trees. Недалеко росли 7 гигантских пальм. Ram took an arrow, put it to his bow. Рам взял одну стрелу, поместил ее на тетиву и выпустил ее из лука. Their arrow went. It pierced all 7 trees, then went into the ground. Стрела пронзила все 7 деревьев и вонзилась в землю. To the center of the earth. Дошла до центра земли. Then it came out. Затем вышла оттуда. And went back into the quiver of Ram. И вернулась в колчан Рамачандры. Sugriva was impressed. Сугрива это произвело хорошее впечатление. But then there was this huge demon that Bali had killed, named Dundubi. Но там же находился скелет этого гигантского демона, которого убил Бали по имени Дундуби. And his body was still lying there. Скелет по-прежнему находился там. So if you could lift up this demon's body like my brother did, then I will understand your strength. Если ты сможешь поднять этот скелет, как сделал в свое время мой брат, то я тогда поверю тебе окончательно. So Ram picked it up and threw it many, many miles. Рамачандра взял, раскрутил его и забросил на много километров. Sugriva said, all right. Сугрива сказал, ну хорошо. First time in years, he left that mountain. За многие годы впервые он покинул гору Ришимуха. And he went right before the door of Bali's house. Вскоре он оказался перед дверями дворца Бали. And he screamed, he roared. И он заорал громовым голосом. Bali, you are a coward. Бали, трус, выходи. All these years you are hiding from me. Все это время ты прятался от меня. I have come here to kill you. Я пришел, чтобы убить тебя. Me fighting you is like an elephant against an insect. Для меня сражаться с тобой все равно, что слону сражаться с пауком. Come out, you wicked coward, you cheating, immoral rascal, and meet your death. Выходи оттуда, трус, негодяй, мерзавец, и найди свою смерть от моих рук. Now Bali was a Kshatriya. Бали был кшатри. And when you insult a Kshatriya like that, they become burning mad. Когда кшатри оскорбляют таким образом, то у него... He just roared with his weapons and came running out. Он выбежал оттуда с криком. I think he was so angry he didn't even bring his weapon. Он настолько был разгневан, что забыл даже свое оружие дома. His monkeys don't have many weapons. Все равно у обезьян не так много оружия. He just ran out of the house and jumped on Sugriva. Выбежал и схватился с Сугривой. They were fighting and kicking and scratching and biting and punching. И они стали пинать друг друга, и кусать друг друга, и щипать друг друга. And squeezing and choking. И душить друг друга. It was a good fight. Это была хорошая битва. But Sugriva was getting destroyed. Но от Сугривы скоро ничего не осталось почти. He was getting defeated, getting pummeled. Он чувствовал, что скоро он потерпит поражение. And he was screaming out, Ram, save me! Он кричал, Рам, спаси, спаси!
And when he was on the verge of being killed, finally, somehow Sugriva just slipped away and ran as fast as he could back to the mountain. И когда его чуть было не убили, в конце концов Сугрива вырвался из объятий Бали и убежал обратно на гору. So Ram came to meet him. Рам вышел ему навстречу. Sugriva said, Ram, you promised you would save me. Он сказал, ты же обещал, Рам. Because of my faith in you, I went and fought him, and then he almost killed me, and you didn't even help me. Я верил тебе, и что случилось из этого, что вышло? Ramchandra said, it's because I love you. Рамачандра сказал, это потому что я тебя люблю. What kind of love? Сугрива сказал, что это за любовь? He said, because you and your brother look exactly the same. Сказал, просто вы очень похожи со своим братом. When you were fighting, I didn't know which one was you and which one was your brother, and if I killed one, I was afraid it may kill you. Когда вы сражались, я не знал, который из вас Бали, а который Сугрива, поэтому я боялся, что я убью тебя вместо него. So go back again and fight him. Иди снова, и снова вызови его на бой. And then Ram ordered Lakshmi to go to the forest and collect some flowers and make a garland. Рам приказал Лакшману, отправляйся в лес, собери листья и цветы и сделай гирлянду. So Ram put that garland on Sugriva and said, now I'll know who you are because you have the garland on. Рам повесил эту гирлянду на шею Сугрива и сказал, теперь я могу тебя отличить, потому что у тебя будет гирлянда. A few minutes later, Несколько минут спустя Sugriva's at Bali's house. Сугрива опять оказался на двери дворца Бали. And he's screaming, Он закричал, Bali, you coward! трус Бали! Выходи! You know that I can destroy you with my strong hands. You are nothing, you are insignificant, you are just weak and impotent, and you are a cheater, and you are a liar. Ты прекрасно знаешь, что я могу задушить тебя в своих объятиях. Ты наглец и негодяй, и ты слабак по сравнению со мной. Выходи скорее. Today, if you dare to stand before me, I will send you to the abode of death. Сегодня, если ты осмелишься предстать передо мной, я пошлю тебя в обитель смерти. Bali was outraged. Бали был вне себя. He roared. Он зарычал. But he had a wife. Но у него была жена. Her name, does anyone know? Звали? Tara. Very. Tara told her husband, Тара сказал своему мужу, you should not go. не ходи. Ah! He's insulting me. I must go. Churches must Как это может respond быть? to a Он challenge. оскорбляет меня. Что ты делаешь? She said, don't you see? You just defeated him and he just came back. Неужели ты не видишь? Ты только что победил его, и через несколько минут он снова тут. I heard stories that there's two powerful, magnificent princes that made allies with Sugriva. Я слышал какие-то слухи, что есть два могущественных царя, принцы, которые стали союзниками Сугрива. He must have their help. Наверняка за ним стоит их сила. Don't you see? You just completely defeated him. Why would he come back unless he had someone else to help him? Неужели ты не видишь? Ты только что победил его, и он снова пришел сюда. А если бы за ним кто-то не стоял, он бы не пришел снова. But just like Ravana could not accept anyone's advice due to being intoxicated by pride and lust, Но точно так же, как Равана не мог принять совет ни от кого из-за того, что он был опьянен вожделением. Ravana's wife, Mandodari, said, don't steal Sita. Ravana's very powerful. Жена Раваны, Мандодари, говорила, не прикасайся к Сите, Равана очень могущественна. And Vibhishan, his brother, said the same thing. Вибишин, его брат, повторял то же самое. And even Maricha, who he wanted to help, said the same thing. И даже Марича, за чьей помощью он обратился, сказал ему то же самое. But pride and lust cover our intent, and we lose our intelligence. Но гордыня и вожделение покрывают наш разум, и человек теряет голову. And similarly, pride and anger И точно так же гордыня и гнев causes us to totally lose our intelligence. заставляют нас потерять голову. And then we cannot even hear the good advice of those who are learned and who love us.
И в этом состоянии мы не можем услышать хороший совет, который дают ученые люди, любящие нас. Bhagavad Gita tells the whole system of how a soul is degraded. В Бхагавад-гите рассказывается, каким образом душа начинает деградировать. At the beginning, we contemplate the objects of the senses. Все начинается с того, что мы созерцаем объекты чувств. From such contemplation, lust develops. That means a desire to enjoy. Из этого созерцания появляется вожделение, желание наслаждаться этим. From that kama, attachment. Из этой камы появляется привязанность. First is attachment, then there is lust. Сначала привязанность, потом вожделение. And when that desire to enjoy is frustrated by something or someone, когда это желание наслаждаться встречает какое-то препятствие, krodha, anger. Появляется крода, гнев. From anger, из гнева our memory is bewildered. Появляется затмение памяти. We forget all the good teachings we've learned. Мы забываем о всех хороших советах, которые нам давали. We can't even hear anyone's good advice. Мы не можем услышать хорошего совета, доброго. When the memory is bewildered, intelligence is lost. Когда человек теряет память, он теряет разум. And then we act in such a ways that we fall into the material pool. И в результате этого мы совершаем поступки, которые снова затягивают нас в болото материального. Ravana could not hear any good advice because of pride and the desire to enjoy, and Bali could not listen to his own beloved, intelligent wife's advice because of his pride and anger. Равана не мог услышать хороший совет, который дала ему своя жена, потому что его собственная жена, потому что он был ослеплен вожделением и гордыней. Бали не услышал добрых слов своей жены, потому что его ослепил гордыня и гнев. Tara said, "Don't go, don't go." Тара сказал, не ходи, не ходи. Bali just, what do you know? Бали сказал, что ты знаешь, женщина? Ran out to fight. Он выбежал навстречу. Ramayana teaches that husbands should hear the words of their wives. Так Рамаяна дает нам хороший совет. Мужья должны прислушиваться к советам своих жен. Should not be so proud. Они должны гордиться собой. I am the king, I know better. Я царь, я знаю лучше. Bali actually was the king, Бали был царем, but he still didn't know better. но тем не менее он не знал, что нужно делать. None of us are king. He was king. Никто из нас не царь, он был царем. Anyways, I hope that message is clear. Так или иначе, я думаю, что этот урок вы извлекли как следует. So he charged out at Sugriva, Побежал к Сугриве, and they were fighting и они опять стали сражаться. and kicking, Стали пинать друг друга, punching, clawing, щипать, кусать, choking, душить, biting, кусаться. slamming. Бить друг друга. Gouging, Топтать друг друга. pulling each other's hair. Тянуть друг друга за волосы. And Sugriva was again on the verge of death. И опять Сугрива был на грани смерти. Ram, save me, I'm gonna die. Он опять стал кричать, Рам, спаси, я умираю. Ram was in the forest. Рам был в лесу в это время. He released an arrow. Он выпустил стрелу. Bali fell to the ground. Стрела вонзилась в Бали, и Бали упал на землю. So in his last moments before death, Ram came before him. В последние мгновения перед смертью Рамачандра оказался перед его взором. Bali said, Ram, why did you shoot me from behind? Why didn't you come and fight me face to face?
Бали сказал, почему ты убил меня из-за спины, почему ты не подошел и не вызвал меня на бой лицом к лицу? What you have done is immoral. Ты нарушил правила нравственности. Ram was very merciful. He wanted to save Bali. Рам был очень милостив, он хотел спасти Бали. First thing he had to do was crush his false ego. Первое, что он сделал, он раскрошил его ложное эго. Then he could receive his mercy. После этого только человек может получить Because even if the Lord tries to show mercy on you, даже если Господь хочет пролить милость на вас, if you're proud, если вы гордитесь, the mercy is not received. вы не сможете получить эту милость. Only a humble heart can receive mercy. Только смиренное сердце может обрести милость. Ram said, "Who are you to talk about morality? Рам сказал, кто ты такой, чтобы рассуждать о нравственности? You banished your brother for no good reason and took his own wife. Ты сослал своего брата без всякой серьезной причины для этого и забрал его жену. Bali conceded what you're saying is true. Бали подумал, это правда. And Ram said, and as far as Kshatriyas are concerned, Kshatriyas are allowed to kill animal from any direction, and you are a monkey. Он сказал, что же касается кодекса чести кшатриев, то кшатриев можно убивать животных со всех сторон, а ты обезьяна. So after he became humble and defeated, После того, как он победил его в споре, Bali surrendered to Ram. Бали предался Раме. Ram gave him great compassion. И Рама состраданием проявил ему милость. Promised that his soul will return to the spiritual world. Он пообещал, что его душа вернется в духовный мир. Bali said, I know that you have, by your putting your arrow in me, you have liberated me of all my sins, of all my karmas, and by your mercy, I will attain the highest liberation. Бали сказал, что, вонзив меня свою стрелу, ты очистил меня от всех своих грехов, от твоей милости я достигну высшей формы освобождения. My only anxiety in life Единственное, чего я боюсь, is my son Angada, that he should be taken care of. Ram promised, I will take care of him. чтобы кто-то позаботился о моем любимом сыне Ангаде, и Рам пообещал, я сам лично позабочусь о нем. And very blissfully, Bali, looking up at the face of Ram, chanting his holy name, went back home, back to God. И Бали, глядя в лицо Рамы, повторяя его святое имя, вернулся обратно к Богу. So, Sugriva said, now the monsoon rains are coming. It will be very difficult to find Sita in the rainy season. Сугрива сказал, сейчас начинается сезон дождей, начинаются муссоны, и очень трудно будет найти Ситу в сезон дождей. So, they decided that Ram would live in a cave called Prashravana. Они решили, что Рам будет жить в пещере, которая называлась Прашравана. High in a mountain. Эта пещера находилась высоко в горах. And after the rainy season was complete, then И когда сезон дождей закончится, Sugriva would take all of his leaders and armies to search the four directions for Sita. то Сугрива разошлет свою армию во всех 4 направлениях для того, чтобы искать Ситу. Ramchandra would not go into a place of inhabitants because of his promise to his father. Рамачандра не мог отправиться в какие-то места, потому что он обещал своему отцу, что он будет жить в лесу, он не мог быть в городах. He had Lakshmana coronate Sugriva as king. Он попросил Лакшмана, чтобы Лакшман короновал Сугриву царем. During that 4 months, while Ram was sitting in his cave, Sugriva was enjoying like anything. В течение этих 4 месяцев, когда Рамачандра сидел в своей пещере, Сугрива наслаждался жизнью. That cave is still there today. Пещера по-прежнему находится там. Would you like to hear what is in that cave? Хотите узнать, что находится сейчас в этой пещере? If you go there, Если вы отправитесь туда, this is what you will see. то вы увидите там You will see a beautiful
large black stone Murti, Lord Rama. Вы увидите там прекрасная мурти Господа Рамачандры, сделанная из черного камня. But he is in a pose like no other place. Он находится там в позе, которой не увидишь его ни в каком другом месте. In one hand, he's holding a mala, japa beads. В одной руке он держит малу, четки. For that whole 4 months in the ecstasy of love and separation, he was chanting the names of Sita. В течение этих 4 месяцев, испытывая экстаз любви в разлуке, он повторял имя Ситы. His other hand is touching his heart. Его другая рука дотрагивается до сердца. Because the whole 4 months, without even sleeping, he was meditating in separation of Sita in his heart. Потому что все 4 месяца, не зная даже сна, он медитировал на Ситу, думая в разлуке с ней. Meanwhile, Sugriva is living in beautiful palace with silk beds and all beautiful ladies and all kinds of intoxicating drinks, and he was just enjoying. Тем временем Сугрива жил в дворце, спал на шелковых кроватях и наслаждался прекрасными женщинами, пил вино и наслаждался жизнью. He was powerful, he was famous, and he was intoxicated. Он был могущественный, он был знаменитый, и он был пьяный. Well, fame can destroy people. Богатство и слава могут уничтожить человека. Even good people can fall victim to these weapons of Maya. Даже хорошие люди могут быть жертвами этих оружий майи. The 4 months were over. 4 месяца закончились. And he was just so intoxicated with all drinking and all these beautiful ladies all around him serving and just laying in nice beds and eating fine foods that he forgot all about Ram. И он настолько опьянел, и ему настолько понравилось находиться в этих прекрасных кроватях, ложах, окруженных женщинами, и есть прекрасную пищу, что он забыл о Раме. But Hanuman told him, how could you be enjoying like this? А Хануман сказал ему, как ты можешь наслаждаться? While the Supreme Lord, the Lord of our life, is up in a mountain cave, suffering in separation from his wife Sita, you're down here enjoying beautiful women? How can you do this? Пока Верховный Господь, Господь нашей жизни, находится там, в пещере, и страдает от разлуки с Ситой, ты тем временем здесь внизу наслаждаешься. Как ты можешь это делать? Lakshman is going to come down and kill you. Лакшман придет и убьет тебя. You must immediately call your leaders and start arranging to dispatch them in the 4 directions to find Sita. Ты должен созвать своих помощников и разослать их в 4 направлениях для того, чтобы они нашли Ситу. Hanuman saved his life. Хануман спас его жизнь. So Hanuman called the leaders, the okay. Хануман созвал всех его соратников. Sugriva said, we must make arrangements to find Sita. Сугрива сказал, мы так или иначе должны найти Ситу. But then he fell back into his sense gratification. Затем он вернулся к своим наслаждениям. Meanwhile, the days were passing and Ram said to Lakshman, where is Sugriva? Время шло, и в один прекрасный день Рам вызвал Лакшмана и спросил, где Сугрива? Lakshman was furious. Лакшман был разгневан, разъярен. What an aparad to his lord in life, Ram. Подумал, какое тяжкое оскорбление. Lakshman came down from that mountain Лакшман спустился с этой горы. and came to the kingdom of Kishkinda. Он пришел в это царство Кишкинды. And everybody that saw him, it was like looking at Yamaraj. Все, кто видел его, решили, что перед ними сам They Ямарадж. were running to Sugriva saying, Lakshman is really mad. Они бежали к Сугриве и сообщали ему, His eyes Лакшман разъярен. His eyes are red like hot burning coals. Его глаза такие же красные, как раскаленные угли. His limbs are trembling. Все его тело трясет. And his
breath is like a snake that was trampled on. А дыхание, которое вырывается из его груди, подобно дыханию змеи, на которую наступили. Sugriva became a little sober. Сугрива немного протрезвел. And he thought, how can I face Lakshman? It's true, I've just been enjoying like anything for the last 4 months, and I still am. Он сказал, как я посмотрю в глаза Лакшмана, это правда. Я наслаждался все это время и наслаждаюсь до сих пор. So he was thinking that only a woman can soften Lakshman's heart. Он подумал, только женщина может смягчить сердце Лакшмана. So he sent Tara. Послал вперед Тару. And told her, please go and tell Lakshman that I'm just now coming. И сказал, передай Лакшману, что я скоро выйду к нему. So Tara came out and she said, actually, you know, what do you expect from Sugriva? He's a monkey. Тара вышла и, обращаясь к Лакшману, сказала, что ты от него ожидаешь, он же обезьяна. It's his nature. Такова его природа. He's actually good, he wants to help you, but you know, with all this opulence and all this fame and all this power, how can a monkey contain himself? He fell into Maya. Он на самом деле добрый в сердце, хороший, но когда на него свалилось все это богатство и наслаждение все эти, он, ясное дело, попал в Майю. But now he's ready to serve you. Но теперь он готов тебе служить. So Lakshman became a little calm. Лакшман немножко успокоился. Previous to that, he was ready to destroy everything. До этого он готов был разрушить все, уничтожить все. So then he came before Sugriva. Оказался перед Сугривой. And he saw Sugriva sprawled out on this nice couch. Он увидел Сугриву, который развалился на своем мягком диване. And all beautiful ladies all around him. И вокруг него кружились все эти красавицы. And again, Lakshman started boiling with anger. И опять внутри у Лакшмана стало закипать. Ram is in a cave. Рам в пещере. And you are his servant. Ты его слуга. And you're enjoying like anything in this palace. Ты наслаждаешься здесь во дворце. And then Lakshman spoke these words. Именно в этот момент Лакшман произнес те самые слова. Everything you have is only by the grace of Ram. Все то, что у тебя есть, ты имеешь только по милости Рама. If you have made your vows before Ram, Ты поклялся Раме. he has saved you. Он спас тебя. Ingratitude is the greatest of all sins on this earth. Неблагодарность – самый тяжкий из всех грехов на земле. That is where we began our class. С этого мы начали свою лекцию. So now that I've given you the background to this verse, we can begin class. Теперь, когда я рассказал все то, что стояло за этим утверждением, можно начать лекцию. A grateful heart is a heart that is soft. Благодарное сердце – это мягкое сердце. A soft heart is like a fertile, soft field. Мягкое сердце подобно плодородной почве, In which the seed of bhakti and the seed of praying can grow. на котором может прорасти семя бхакти или семя премы. An ungrateful heart is like a hard, dry soil. Неблагодарное сердце подобно высохшей почве. Seed cannot grow in such a setting. Семена не могут прорасти в такой земле. So we all must learn the art of gratitude. Поэтому нам всем нужно учиться благодарности. Along with gratitude comes humility. Вместе с благодарностью, благодарность всегда сопутствует смирению. If we're actually grateful, we understand that who I am and what I have is not because of me, it is because of the grace of Krishna, Guru, and others. Если мы по-настоящему благодарны, то мы поймем, что то, что я представляю собой сейчас, я представляю собой не потому, что я такой хороший. Это все по милости Кришны, Гуру и других.
Gratitude not only makes our hearts soft and humble. Благодарность не только размягчает наше сердце и не только вселяет в него смирение, But it gives us the impetus to be loyal. она дает нам желание оставаться верным. To be loyal, faithful, and determined. To be true to our friendship under all circumstances. Она помогает нам оставаться верным в своей дружбе и не изменять никогда ни при каких обстоятельствах. Can I cite another example of gratitude from the Holy Scriptures? Могу я привести еще один пример благодарности из Священных Писаний? Thank you. Dhruva Maharaj. Dhruva. When Dhruva Maharaj was 5 years old, he went to sit on his father's lap. His stepmother chastised him, saying, "You cannot sit on your father's lap because you were born of a low-class wife. If you want to sit on that throne, you must die and take birth in my womb." Когда Dhruva Махарадж сидел на коленях своего отца, его мачеха отчитала его и сказала, что ты родился из чрева низкой женщины, поэтому прежде чем оказаться на коленях своего отца, тебе придется умереть и родиться из моего чрева. Маленького Dhruva очень больно ранили эти слова, невозможно даже представить себе, какую боль он испытал. Маленький невинный мальчик посмотрел на отца в надежде на то, что он защитит его. Чтобы он прижал его и принял его, признал своим сыном. Но Махараджа Утанапада был настолько привязан к своей жене, что он отвернулся от Dhruva. Dhruva Maharaj was weeping, trembling. His heart was utterly crushed. Dhruva Махарадж был настолько сражен всем этим, что он плакал и дрожал. He ran to his mother. Он побежал к своей матери. His mother told him that what your stepmother said is true. Your father loves her more than me. Его мать сказала ему, то, что твоя мачеха сказала тебе, это правда. Отец любит ее больше, чем меня. She was weeping as much as he was just to see her son in so much pain. Она плакала точно так же, как ее сын, потому что ей самой было больно видеть, какую боль причинили слова мачехи, сына. But she told him that what your stepmother said is true. Когда она сказала ему, твоя мачеха говорит правду. If you worship the Supreme Personality of Godhead, He will fulfill whatever desire you have. Но если ты будешь поклоняться Верховной Личности Бога, Он исполнит все твои желания. And throughout the ages, great personalities have gone to the forest to find the Supreme Lord. Великие люди отправлялись в лес для того, чтобы поклоняться там Верховному Господу. She was not expecting. Little Dhruva left home at 5 to the forest. Она не ожидала такой реакции, но маленький Dhruva в тот же миг ушел из дома и отправился в лес. We know the story. He met Narada Muni. Мы знаем всю эту историю, он встретился там с Нарадой Муни. If we have a sincere desire for Krishna, Krishna sends Guru to help us to find him. Если у нас есть искреннее желание найти Кришну, то Кришна посылает нам гуру, который помогает нам найти его. Little Dhruva Maharaj went to Madhuban, one of the forests of Brajbhumi. Маленький Dhruva Махарадж отправился в Мадхуван, один из лесов Браджабхуми, On banks of the Yamuna River. на берегах реки Ямуны. There, under Narada Muni's instruction, out of clay, simple clay, he made deity of Krishna. И там, следуя наставлениям Нарады Муни, он сделал божество, изображение Господа Кришны из And worshipped глины. him
according to Narada's instructions with fruits and flowers and water with love. И стал поклоняться ему в соответствии с наставлениями Нарады Муни, предлагая ему цветы и листья. And he chanted the holy names of the Lord. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Он повторял святое имя Господа. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Constantly. Постоянно. And he was so determined. В его сердце жила решимость. While chanting the holy names for the first month, he only ate some fruits that yogis eat every 3 days. В течение первого месяца он ел лесные плоды раз в 3 дня. Second month, he only ate some leaves that fell from the tree every 6 days. В течение второго месяца он питался только листьями, которые упали с деревьев, и ел это раз в 6 дней. Third month, he only drank some water every 9 days. На третий месяц он пил только воду и делал это раз в 9 дней. Fourth month, he only breathed every 12 days. На четвертый месяц он только дышал и делал это каждый 12-й день. Fifth month, he was standing on one leg without moving like a pillar, holding his breath. На пятый месяц он перестал дышать и стоял на одном месте, и нога его превратилась в колонну. That was his determination. Такова была его решимость. How many of you can do that? Кто из вас может повторить то же самое? Please, if you cannot do that, please raise your hand. Если вы не можете это делать, поднимите руку. I've never seen so many hands raised. Никогда не видел столько рук единодушно поднятых. This was Satya-yuga. Это была Сати-юга. Where little Dhruva had that power. He was so determined. У маленького друга была эта сила, и он был очень решительно настроен. But Srila Prabhupada writes А Шрила Прабхупада пишет, that in this age of Kali, Lord Chaitanya is so merciful. в век Кали Господь Чайтанья настолько милостив. If you just follow 4 regulative principles. Если вы просто будете следовать 4 регулирующим принципам, No illicit sex, no intoxication, no gambling, no meat eating. если вы не будете вступать в незаконные половые отношения, если вы не будете есть мясо, не будете играть в азартные игры и употреблять одурманивающие вещества, And chant the Hare Krishna mantra at least 16 rounds every day. и повторять Харе Кришна мантру как минимум 16 кругов каждый день. With a simple heart and a sincere service attitude. И сердце ваше при этом будет очень простым, и вы будете искренне хотеть служить. Then doing that is equal to what Dhruva Maharaja's tapasya was. То, что вы будете делать, будет равноценно тому, что делал Dhruva Махараджа в Сати. And if it is done sincerely, we'll get the same result. И если мы будем искренне делать это, мы получим тот же результат. In Dhruva Maharaja's meditation, Vishnu appeared in his heart. В медитации Dhruva Махараджа Вишну появился в его сердце. He was in ecstasy. Он был в экстазе. And then Vishnu disappeared from his heart. Затем Вишну исчез из его He сердца. became so shocked, he opened his eyes. Он был в шоке, он открыл глаза. The same form of the Lord in his heart was now standing personally right in front of him. Тот же образ, который он видел в своем сердце, он увидел прямо перед собой. And blessed Dhruva. И Вишну благословил Друга. Dhruva wanted to offer prayers, Друга хотел молиться. but he didn't know any. Господь сказал, я исполню любое твое желание, что ты хочешь. You want a kingdom greater than your father and grandfather and great-grandfather? That's what you want? I will give it. Ты хочешь царство, которое будет превышать царство твоего отца и твоего деда, я дам тебе такое царство. Dhruva said, all I want to do is remember you and serve you with love. I was looking for broken pieces of glass and I have found the rarest diamond of your love. Друга сказал, единственное, что я хочу, это помнить о тебе. Я искал осколки стекла, нашел бриллиант любви к тебе. Anyways, Dhruva went home on the order of the Lord. Исполняя приказание Господа, Друг вернулся домой. And he became the king. Он стал царем. And ruled the entire world for 36,000 years. И правил всем миром в течение 36 тысяч лет.
в Сати-юге. When his son grew up, he retired and went to Badrikashram in the Himalayas. Когда его сын вырос, он ушел, отдалился от дела и отправился в Бадарикашрам в Гималаях. I'm going to end class here, so please listen carefully. Я скоро кончу эту лекцию, поэтому слушайте внимательно. An airship from Vaikuntha came down. С Вайкунтхи пришел воздушный корабль. Nanda Sunanda, the two intimate associates of Lord Narayan, came to personally bring Dhruva back to Godhead. Нанда и Сунанда, два ближайших спутника Господа Нараяна, его приближенных, лично пришли для того, чтобы забрать Дhruvу в духовный мир. They told Dhruva that we are the associates of Lord Narayan, and then they told all about his past and said, the Lord has personally ordered us to take you to his abode. Они сказали Дhruvе: мы приближенные Господа Нараяны, мы знаем все, что случилось с тобой, и Господь лично послал нас, чтобы мы забрали тебя в обитель Господа. Now, please, please, please listen carefully. Пожалуйста, я очень прошу вас, слушайте внимательно. What did Dhruva do? Что сделал Дhrува? First thing he did, Первое, что он сделал. he performed all this sadhana for that day. Сначала исполнил всю свою садхану за этот день. He took his bath. Он омылся. He put on ornaments. Prabhupada said our ornaments are tilak. Он надел на себя украшения. Шрила Прабхупада объяснил, что это за украшение. Нашим украшением является тилака. Chanted his mantras and prayers. Прочитал все свои мантры и молитвы. That means Dhruva Maharaj, even on the verge of perfection, still he was loyal to the promises he made to his spiritual master of performing his sadhana. Это значит, что Dhruva Махарадж даже тогда, когда он практически достиг совершенства, по-прежнему был верен своим обетам, которые он дал духовному учителю. When I was here some time back, I spoke about His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj. Когда я был здесь 2 года тому назад, я рассказывал о его святейшестве Бхакти Тиртхе Свами Махараджа. Until the very end, he diligently chanted all the 16 rounds. До самого конца он прилежно повторял 16 кругов. Devotees were saying, in your condition, you don't have to struggle so hard to chant. Prabhupada understands you're going to leave. He said, no, I have given my word to him, I must. Преданные говорили, что в вашем состоянии нет смысла делать это, Прабхупад поймет. Но он говорит: нет, я пообещал ему, я должен это сделать. That was Dhruva's mood. Именно в таком состоянии находился And then Dhruva. Dhruva went to all the sages and all the rishis and everyone who was up there in Badrikashram and bowed to them. Затем Dhruva стал обходить всех мудрецов и риши, которые находились в Бадарикашраме, и кланялся каждому из них. He offered each one of them his heartfelt respect. Каждому из них он кланялся с очень большим почтением. And then begged for their blessings Затем просил их благословений, to go back to God. чтобы он мог вернуться обратно к Богу. Now, if it was a normal person, Если бы это был обычный человек, or I won't say normal, я бы не сказал, because pure devotees are actually normal. But he was like most people. если бы это был нормальный человек, на самом деле это чистые, преданные, нормальные люди. Если он был обычным, He would be thinking, that airship has come for me, not you. он бы думал: этот корабль спустился за мной, не за вами. There's only one seat on that ship. И на этом корабле только одно место. And these people from Vaikuntha came and asked me to get on that seat. Эти люди с Вайкунтхи спустились для того, чтобы я сел на это место. There's no seats for any of you. Ни для кого из вас там места нет. Dhruva was not like that. Но Dhruva был не таким. Dhruva felt, the only reason I'm going back to Vaikuntha is because of the blessings and the mercy that all of you have given to me. Dhruva чувствовал,
внутри, что единственная причина, почему я возвращаюсь на Вайкунтху, это благословение и милость, которую вы продлили на меня. Even when he was going back to Godhead, he still never considered himself better than anyone. Даже когда он уже возвращался к Господу, он не считал себя лучше кого бы то ни было еще. That is a Vaishnava. Именно таков Вайшнав. That is the quality that Krishna appreciates. Именно это качество Кришна ценит. He felt dependent upon the blessings of all of them. Он чувствовал, что зависит от благословений каждого из них. And then he was about to step on the chariot. Когда он уже готов был взойти на эту колесницу, Death personified came before Dhruva. смерть предстала перед ним. Everyone in this world, to some extent or another, is afraid of death because he is waiting for us. В этом мире все до какой-то степени боятся смерти, потому что смерть ожидает каждого из нас. Dhruva put his foot on the head of death personified. Друга поставил свою стопу на голову смерти. And used it as the step to board the chariot. И воспользовался этим как трапом для того, чтобы взойти на воздушный корабль. Just to show the world one who has the qualities of Dhruva, who receives the blessings of great souls. Для того, чтобы показать всему миру, что если у человека есть качество Друвы, и если человек получил благословение великих душ, он может преодолеть саму смерть. Затем он посел на этом корабле. Я собираюсь закончить лекцию прямо сейчас. Вы готовы? Dhruva Махарадж находился там. Ready to go back home, back to Godhead. Уже был по пути обратно домой. To meet Lord Narayana as his eternal lover for the rest of eternity. Чтобы встретиться со своим вечным возлюбленным Господом Нараяной и вечно находиться в его обществе. But in Dhruva's heart, he was thinking, what about my mother? В сердце Друвы возникла мысль, как же моя мать? It was she who initially told me to worship the Supreme Personality of God. Она первая сказала мне, что я должен поклоняться Верховной Личности Бога. It was by that one word, that one sentence of hers, that you should worship the Supreme Personality of Godhead. That was the beginning of his whole spiritual life. Именно одно это предложение, которое она произнесла, поклоняйся Богу, было началом моей духовной жизни. Of course, later he met Narada Muni and learned the science of bhakti and became a great Paramhamsa. Разумеется, позже он встретился с Нарадой Муни, постиг от него науку бхакти и стал великим Парамахамсой. But he never forgot the kindness that his mother showed to him. Но он никогда не забыл доброту своей матери. Now please understand, she said one thing to him 36,000 years before. Подумайте, она сказала ему это предложение 36 тысяч лет до этого. And he never forgot it. Но он не забыл. He was so grateful. Потому что он был благодарен. And he was thinking, how can I go back to Godhead without her? It's because of her that I'm going. И он думал, как я могу возвратиться обратно к Богу без нее. Только благодаря ней я возвращаюсь обратно к Богу. As soon as he thought like that, стоило ему подумать. Nanda Sunanda said, Dhruva, look over there. Нанда и Сунанда сказали, Dhruva, посмотри. The Lord already knew what was in his heart. Господь в твоем сердце. In front of him was another airship. Он увидел другой воздушный корабль, going back to Godhead with his mother on it. который возвращался обратно к Богу на Вайкунтху, и на нем восседала его мать.
Prabhupada is so humble. Прабхупада очень смиренно пишет In his purport, в комментарии. he writes that Suniti, Dhruva's mother, was Dhruva's Bharma Pradashaka Guru. Сунити, мать Друвы, была Вартма Прадашик гуру Друвы. The guru that originally helps us to find the path. Гуру, который помогает нам найти наш путь. Because of the power of Dhruva's love and his gratitude, his mother went back to Godhead. Любовь Друвы, его благодарность помогла его матери вернуться обратно к Богу. Prabhupada writes Прабхупад пишет, that he is hoping that even one of his disciples will become a pure devotee, and by their prayer, Prabhupada says, even I will go back to God. говорит, даже если один из моих учеников станет чистым преданным, то по его милости и его молитвам даже я смогу возвратиться обратно к Богу. That is the nature of a Vaishnava's humility. Такова природа вайшнава смирения. It is that quality that attracts the all-attractive Krishna. Именно это качество привлекает все привлекающего Кришну. So we should be very grateful. Поэтому нам нужно все время We should be grateful быть благодарными. Grateful to Krishna and Radha Нам нужно быть благодарными Кришне и Радхе for providing everything we have. за то, что они дали нам все то, что у нас есть. Grateful to Srila Prabhupada Мы должны быть благодарны Шриле Прабхупаде, because the immense, intense sacrifice that he made is what gave all of us Krishna consciousness. потому что жертвы, которые принес Он, помогли нам обрести сознание Кришны. We should be grateful to all those assistants of Srila Prabhupada who have been instruments of his mercy to give us the path of bhakti and the path of prema. Мы должны быть благодарны всем помощникам Шрилы Прабхупады, которые по своей милости дают нам прему и ставят нас на путь бхакти. We should be grateful for every devotee who's practicing Krishna consciousness and by their example is sustaining my own spiritual life. Должны быть благодарны каждому преданному, который практикует сознание Кришны и подает мне пример, помогая мне заниматься духовной практикой. And we should be grateful for everybody who has ever helped us in any way in this world. Должны быть благодарны каждому человеку, который так или иначе помог нам как-то в этом мире. We should pray to never forget. Мы должны молить людей и никогда не забывать. Never forget that gratitude. Никогда не забывать это чувство благодарности. And in this way, if we just pursue in the proper way the path of pure devotional service, Таким образом, если мы будем идти по этому пути чистой преданности, that gratitude will attract Krishna, то благодарность привлечет Кришну to empower us to overcome all obstacles, и даст нам возможность преодолеть все препятствия and to purely chant the holy names. и чисто повторять святое имя. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I am sorry I spoke for so much time, Прошу прощения, я очень долго говорил, but I'm very grateful to each and every one of you но я очень благодарен каждому из вас for tolerating me for so long за то, что вы так долго терпели это, and for allowing me to try to serve you. за то, что вы позволили мне служить вам, пытаться служить вам. Thank you very much. Спасибо большое. Or as Goswami Maharaj would say, thank you too much. That is a secret, intimate joke that we have together. Наша шутка, которую вы не поймете.